Всем привет, с вами Ксюша, и сегодня я покажу, как сделать такую скалу, используя самые простые материалы. Мы подробно разберем все секреты этой техники, и вы узнаете супер простой способ покраски камня, который не требует художественных навыков. Вилка, ложка, распылитель, и скала готова к подаче. Первым делом необходимо создать основной объем будущей скалы при помощи пенополистирола. Я его уже нарезала на небольшие фрагменты. Теперь берем обычную вилку и делаем на нем насечки. Этой стороной пенополистирол будет клеиться к основанию, и царапины улучшат сцепление. Такую операцию проводим с каждым элементом. Теперь берем монтажную пену и наносим на первую деталь. Сперва распределяю ее по контуру с небольшим отступом от края, а после добавляю немного в центр. Чтобы пена быстрее начала расширяться, смачиваю ее водой, и теперь можно приклеивать. Приклеили весь пенополистирол, и теперь заполняем крупные щели. Также на этом этапе мы можем не только убрать большие углубления, но и создать дополнительный объем в местах, где его не хватает. Если вы не хотите создавать очень объемный камень, то можете использовать только монтажную пену, не применяя пенополистирол. После того, как пена полностью высохла, срезаем все лишнее при помощи канцелярского ножа. Нужно просто убрать слишком острые углы пенополистирола и подрезать всю выступающую пену, чтобы в дальнейшем она нам не мешала. Следующим этапом создаем армирующий слой при помощи цементного клея и стеклотканевой сетки. Ее необходимо разрезать на небольшие фрагменты и хорошо смять в руках, чтобы удобнее было с ней работать. Теперь берем цементный клей и наносим его на небольшой участок. Для этого слоя я рекомендую использовать клей именно для пенополистирола, а не плиточный, так как специализированный клей лучше держится и создает более крепкую основу. При работе со стеклотканевой сеткой нужно, чтобы клей был как под ней, так и сверху. Аккуратно приложили ее и шпателем вдавливаем в клей, чтобы она максимально повторяла форму пенополистирола. Делать это намного удобнее, когда сетка разрезана на небольшие фрагменты и предварительно смята. Разместила сетку, теперь беру кисть и еще раз приглаживаю, нанося на нее дополнительный слой клея. Таким образом, небольшими частями заполняем всю поверхность будущей скалы. Главное тут стыковать новые фрагменты сетки с нахлестом в 5-10 см. В итоге мы должны получить вот такую заготовку. Армирующий слой полностью высох, и можно переходить к следующему этапу нанесению цементной штукатурки. Ее я уже подготовила. Также нам потребуется полиэтиленовая пленка и обычная ложка. Наносить цементную штукатурку буду при помощи небольших шпателей. В работе можно применять клей для пенополистирола или плитки, но чтобы получить мелкую зернистую фактуру, нужно будет создавать дополнительную шагрень кистью. Ссылку на видео, в котором я показываю, как это сделать, оставлю в описании под роликом. На этом этапе мы заполняем всю поверхность штукатуркой толщиной 2-3 см. В дальнейшем это нам позволит легко сформировать среднюю и мелкую текстуру камня. Сразу наносить ее толстым слоем не нужно. Материал не эластичный и плохо прилипает к основанию. Лучше набирать толщину постепенно. Таким образом работать удобней, так как меньше штукатурки в процессе нанесения отваливается и падает вниз. После того, как заполнили небольшой участок, берем распылитель с водой, смачиваем всю поверхность. Далее берем подготовленную пленку и укрываем ей штукатурку вот таким образом. Пленку выбирайте не очень толстую, но и не самую тонкую, чтобы она не рвалась во время работы. Теперь берем ложку и делаем вмятины на штукатурке через пленку. Во время этого процесса нужно немного вращать ложку, чтобы рисунок не сильно повторялся. Плюс можно делать не только вмятины, но и небольшие волны. Тем самым мы формируем неровности нашего будущего камня. Работать так очень удобно, потому что ложка не пачкается и частицы штукатурки не отваливаются во время нанесения. Плюс таким образом мы уплотняем материал, и он лучше пристает к основанию.
Таким образом, заполняем всю поверхность и оставляем штукатурку под пленкой до следующего дня. Вы замечали, как обстановка вокруг влияет на ваше настроение? Пространства, в которых мы живем и работаем, формируют наши ощущения комфорта, вдохновляют и даже улучшают качество жизни. А теперь представьте, что вы можете сами создавать такие пространства. Дизайнер интерьера – это профессия будущего, которая сочетает в себе творчество, востребованность и финансовую независимость. Этот навык будет актуален всегда, потому что люди никогда не перестанут нуждаться в уюте и красоте вокруг себя. И отличным первым шагом к этой профессии будет бесплатный и насыщенный мини-курс по дизайну интерьера от Skillbox. Уже за 5 дней вы погрузитесь в удивительный мир работы с пространством, научитесь дизайну и декорированию, попрактикуйтесь и создадите первые проекты для своего портфолио. Да-да, уже через неделю соберете реальные кейсы, которые покажут ваш вкус и креативность. Вот что у вас будет уже через 5 дней. 4 готовых проекта в портфолио, которые вы сможете показать потенциальным заказчикам. Основы работы, которые помогут вам начать уверенно двигаться в профессии. Масса вдохновения, мотивации и четкое понимание, как двигаться дальше. Кроме того, по завершению вы сможете присоединиться к заключительному вебинару с экспертом, где получите полезные советы, обратную связь на свои проекты и ответы на любые вопросы по профессии. Зарегистрировавшись на курс, вы получите подарки, которые ускорят развитие. Чек-лист «Как найти себя в дизайне среды», краткий гид по направлениям, 3 вдохновляющие книги для творческих людей, полезные чек-листы по работе с пространством, годовой доступ к изучению английского языка на платформе Skillbox. Каждый день вашей жизни – это выбор. Отложить мечту на год или 2 или начать действовать. Отправьтесь в захватывающее путешествие к новой карьере. Skillbox помогает тысячам людей найти себя в профессии. Теперь ваша очередь. Жмите на ссылку в описании или сканируйте QR-код на экране. Всего одна регистрация способна кардинально изменить вашу жизнь. Стартуйте уже сегодня! Спустя 12 часов штукатурка еще полностью не высохла, но уже хорошо держит заданную форму, а это значит, что пришло время создать мелкую детализацию камня. Снимаю частично пленку, теперь беру распылитель и хорошо смачиваю штукатурку водой. После при помощи кисти растираю ее, чтобы отвалились мелкие частички, которые плохо держатся, и поверхность стала более гладкой. Немного замылили поверхность и можно приступать к подрезке. Делать это буду при помощи канцелярского ножа и ножа для масла. Начинаю с углублений фактуры. Нужно сделать ее более выразительной. Это самый простой элемент работы, так как мы просто подчеркиваем то, что уже создано на предыдущих этапах. Также на некоторых участках делаю трещины, которые начинаются в глубине фактуры и проходят по верхней части камня. Стараться очень глубоко прорезать материал не нужно. Сперва просто намечаем трещину, а после подрезаем ее края, чтобы она была заметней. Штукатурка имеет в составе крупный песок, и для такой работы это хорошо. Края трещин получаются рваными и выглядят очень натурально. Очистили срез кисточкой и выделяем еще один камень при помощи жесткого ножа. На верхних участках, там где ложка оставила плавные волны, просто скалываем их края, чтобы получились более острые грани. Отлично! Далее срезаем вот этот вот округлый участок, чтобы рядом друг с другом не было много волнистых деталей камня. Основная работа в данной технике заключается именно в этом. Нужно заострить гладкие участки, которые сформированы ложкой, и убрать большую часть фактуры складок, которые оставила пленка. Главное тут не перестараться, иначе скала будет смотреться, как будто ее вырубили топором. Нужно найти баланс между острыми гранями и плавными элементами. Обязательно делаем мелкие дефекты, которые встречаются в натуральном камне. Тут просто слегка стучу лезвием ножа по округлой грани и подрубаю ее, делая различные сколы и выбоины. И да, во время работы сразу всю пленку не снимаем, а делаем это постепенно. Под ней материал дольше не высыхает и с ним комфортно работать. Плюс срезанная штукатурка, падая вниз, попадает на пленку и не забивается в углубление фактуры. Поэтому начинаем с верхней части и постепенно двигаемся вниз. Работать так гораздо проще.
После того, как сделали основную работу на одном участке, хорошо очищаем его от песка, плюс нужно немного сгладить те места, где была проделана подрезка штукатурки. Смачиваем ее водой и приглаживаем. Также в такой работе важно учитывать, какое в итоге будет освещение. Жесткий свет, направленный вдоль скалы, за счет светотеневого рисунка визуально добавит объем и сильно повлияет на визуальный вид скалы в целом. Лучше заранее продумать такие вещи. Разгладила штукатурку, беру нож и начинаю прорезать ее. Самое главное в имитации скалы – это хаотичность. Видов камня достаточно много, и нужно заранее определиться с вариантом. Все они имеют свои особенные черты, и собирать их в одной работе не стоит, иначе результат будет смотреться странно. Поэтому посмотрите фотографии разных вариантов и выберите фактуру и цвет заранее. От этого будет зависеть каждый этап работы, от нарезки и приклеивания пенополистирола до работы с самой мелкой детализацией и покраской. Нужно понимать, что техника, которая используется в этом видео, подойдет не для всех вариантов камня, которые существуют. К примеру, для создания каких-то слоистых скал с очень плоскими вершинами и гладким рельефом потребуется изменить основной объем и инструмент, который используется в работе. Я придумала эту технику, отталкиваясь от варианта, который нашла на фотографиях. Мне понравилось, что в нем присутствовали хаотичные округлые вмятины небольшого размера, и именно это натолкнуло меня на идею с применением ложки. А пленка помогает тут больше не для удобства формирования фактуры, а чтобы выровнять высыхание неоднородного слоя штукатурки и замедлить этот процесс. Плюс я всегда стараюсь показывать техники создания декора, в которых художественный результат достигается по большей степени механическим путем, чтобы вы могли просто повторять этапы нанесения и за счет самой последовательности получать хороший результат. Человек без художественных навыков, учитывая советы, которые я даю по работе, проделает все предыдущие этапы, просто срежет гладкие участки, оставшиеся от ложки, и уже получит фактуру, которую он бы не смог получить, делая это другим способом. Ну и не забывайте, что перед началом лучше сделать небольшой образец и потренироваться в создании выбранной фактуры камня. Это поможет не только понять, как ведут себя материалы, но и при необходимости скорректировать технику нанесения. Заодно подберете инструмент, которым вам проще работать. Попробуйте, например, делать отпечатки разными ложками. Так рельеф получится более разнообразным, и после снятия пленки будет проще получить хаотичную и разнообразную фактуру. Штукатурка полностью высохла, и можем приступить к самому интересному и творческому этапу, к покраске. Для этого нам потребуется вот дисперсионная краска белого цвета. Наносится она в технике сухая кисть. Это значит, что краски нужно очень небольшое количество. Убираем излишки материала, и теперь такой полусухой кистью окрашиваю все вершины. Первые движения делаем осторожно, чтобы краска не попадала в углубление. Цвет подбирайте под камень, который нравится, но он должен быть самым светлым из палитры. В итоге получаем такой легкий белесый налет. После того, как краска на вершинах высохла, приступаем к нанесению колера. Я буду использовать белый, черный, синий и цвет морская волна. Набрала эти два цвета и теперь наношу их в углубление. Эта техника покраски достаточно простая и не требует каких-то супер навыков. Нанесла несколько оттенков вот таким образом. Далее беру распылитель с водой и размываю колоранты, пока не начнет виднеться белая краска, нанесенная на предыдущем этапе. Пигмент смешивается с водой и стекает вниз по фактуре, окрашивая ее в средний цвет. При этом, чем больше воды добавляем, тем менее насыщенный цвет получается. Так как колер пасты не высыхает, а только впитывается, при необходимости мы можем возвращаться и размывать ее повторно. Там, где получаются слишком яркие пятна, например, как вот здесь, мы берем серый цвет и немного добавляем его сверху. Таким образом мы можем приглушить слишком чистые яркие цвета, не теряя насыщенность исправляемого участка. Если просто размыть его водой, то место станет слишком светлым и придется наносить колоранты по новой. Как вы видите, техника покраски очень простая. Главный принцип заключается в том, что холодные и более темные цвета наносятся в первую очередь, начиная с углублений фактуры камня, тем самым подчеркивая объем и создавая эффект тени.
При выборе колоранта для такой работы самое важное не купить колер-краску. Тут подойдет только универсальная колер-паста. В ней нет связующего, и поэтому она не сохнет, что позволяет применять ее в такой технике. Вода и колер делают всю покраску за вас. Цвета естественным образом смешиваются и, стекая вниз, постепенно пропитывают цемент, придавая поверхности необходимые оттенки. Это намного проще и быстрее, чем работа с применением краски. Там для получения схожего результата потребуется гораздо больше времени и цветов. Есть, конечно, более простые техники работы с краской, и я показывала один из таких вариантов в предыдущем видео про скалу, но там требуется тщательный подход к подбору цвета. Очень советую его посмотреть, так как в том ролике я уделяю отдельную часть колеровки, где рассказываю про базы красок и показываю особенности применения колорантов. На вершины много холодных оттенков не добавляем. Наношу колер в мелкие трещинки и на боковые грани камней. Сильное затемнение этих участков фактуры нам не требуется. Плюс окрашенные ранее участки начинают высыхать, и мы можем точечно затемнить какие-то элементы, если они получились слишком светлыми. Или наоборот, притушить слишком синие или зеленые пятна при помощи черного пигмента. Главное, не старайтесь на этом этапе получить слишком однородную покраску. Цвета еще выровняются. Закончили с холодными тонами, теперь добавим теплых. Для этого использую кофейный и черный. Наносим эти цвета только на выступающие участки фактуры камня, чтобы немного затемнить и придать им землистый оттенок. На этом этапе работаем немного по-другому. Не только смачиваем пигменты водой, чтобы они стекали вниз и окрашивали поверхность в нужные оттенки, но и дополнительно при помощи кисточки растираем их. Под воздействием воды и кисти предыдущие холодные пигменты тоже немного размачиваются и смешиваются с теплыми. Таким образом мы выравниваем общий оттенок и избавляемся от контрастных пятен. Вообще, при нанесении кофейного и черного колера поверхность штукатурки становится более живой и похожей на камень. Пропадает излишний серый оттенок, который смотрится слишком плоско, и вся скала получает дополнительный объем. После высыхания она не сильно потемнеет, но значительно снизится влияние холодных цветов. Хорошо просушили поверхность и теперь наносим грунт при помощи распылителя. В данном случае грунт играет сразу несколько ролей. Он снижает впитываемость поверхности и одновременно фиксирует частички колоранта. Если наносить его кистью, то за счет повторного увлажнения можно слегка размочить пигмент и тем самым дополнительно выровнять цвет. Нанесли грунт и после полного его высыхания наносим защитный слой лака. Лак я использую полуматовый, паркетный. Он позволяет создать защитный слой и не привнести сильного неестественного блеска. Наносить его можно кистью, так как пигмент после грунтования практически не смешивается с лаком и оттенки не искажаются. Если будете применять какие-то другие материалы для защиты, пропитки по камню или эпоксидку, то обязательно заранее сделайте образец, так как эти материалы могут сильно повлиять на цвет. Наносим лак, ждем его высыхания, и вот такая скала у нас получилась. Только посмотрите, какой классный результат. Поверхность скалы словно сформирована временем. Хаотичные вмятины, естественные грани, трещины и сколы создают ощущение, будто перед нами настоящий природный массив. Фактура не повторяется, и в этом ее красота. Небольшие выступы отбрасывают тени, а плавные изгибы переходят на соседние участки, создавая интересный рельеф и объем. Все это делает поверхность живой. Отдельного внимания заслуживает то, как работает свет с такой фактурой. Даже если вы пока не определились с финальной подсветкой, обязательно учитывайте, как освещение будет падать на фактуру. Первое, на что нужно обратить внимание, это естественные источники. Даже резкий свет солнца через окно, скользящий вдоль скалы, выделит все грани и подчеркнет объем. Это нужно учитывать и грамотно использовать для усиления глубины или ее смягчения за счет мягкого направленного света.
При помощи дополнительных искусственных источников освещения мы можем кардинально изменить восприятие всей картины. Еще один важный момент – заранее выберите, какой именно тип скалы вы хотите воспроизвести. В мире огромное количество разновидностей камня, и каждый имеет свои особенности. Лучше заранее найти фото понравившегося камня и использовать его как ориентир на всех этапах, от работы с пенополистиролом и формовки объема до мельчайших деталей и покраски. Чтобы не ошибиться с выбором, советую сначала сделать небольшой пробный образец. Он позволит заранее оценить, как будет выглядеть фактура, как ложится свет и как ведет себя штукатурка. Особенно это важно для подбора цвета и защитного слоя. К примеру, эпоксидная смола сделает цвета супер насыщенными, и исправить работу будет очень сложно. Чтобы потом не было переделок на больших площадях, все это нужно продумать и просчитать заранее. В этом видео мы разобрали все ключевые этапы, от работы с пенополистиролом и монтажной пеной до армирования, создания объемов и финишной покраски. На первый взгляд может показаться, что это сложно, но как вы видите, при пошаговом подходе все становится понятным. Главное не торопиться, быть внимательным и не бояться экспериментировать. Эта техника создана с расчетом на то, чтобы повторить ее мог каждый. Даже без художественного опыта вы вполне справитесь, если будете двигаться от этапа к этапу, как я показала в этом мастер-классе. В одном из следующих видео я сделаю столешницу, и эта скала превратится в супер объемную основу под нее. И мы посмотрим, как это все будет смотреться вместе. А на сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем удачи, здоровья, пока!